Итак, зачем изучать метеориты? Ну, для этого существует 8 причин. Перечислим их по пальцам. И вот они. В метеоритах есть древние тугоплавкие включения, которые дают нам возраст Солнечной системы в 4,567 или 4,568 миллиардов лет. Также существуют досолнечные зерна, которые позволяют нам изучать вещество других звезд. Недавно обнаружено, что возраст некоторых досолнечных зерен достигает 7 миллиардов лет. Метеориты являются строительными кирпичиками планет, и именно на этом я сегодня сосредоточусь. Метеориты дают ключ к разгадке геологической истории астероидов. С помощью них на раннюю Землю доставлялись такие вещества, как вода, органические вещества, фосфор, что способствовало возникновению жизни. Столкновения астероидов, которые по сути представляют собой просто огромные метеориты, с Землей несколько раз меняли ход нашей эволюции. Например, вы, наверное, слышали о вымирании динозавров. Лунные метеориты представляют весь лунный шар, в то время как привезенные образцы Аполлонов и Лун приурочены к району лунного экватора. И это позволяет нам лучше понять всю геологию Луны. А марсианские метеориты позволяют нам изучить историю Марса. Метеориты в наших коллекциях – это единственные образцы с Марса, которые у нас есть для изучения в настоящее время. Метеориты – это, по сути, образцы всех строительных кирпичиков всех тел в Солнечной системе. Изучение метеоритов дает ключ к пониманию происхождения Солнечной системы и эволюции астероидов и планет. Вот упрощенная система классификации метеоритов. У нас есть дифференцированные метеориты с одной стороны. Это существенно магматические породы. С другой стороны у нас есть хондриты. Это породы, которые практически не подверглись плавлению. Розовым цветом я отметил метеориты, вещество которых в значительной степени было расплавлено. Желтым цветом я отметил метеориты, вещество которых заметно было разогрето, но не расплавилось. В примитивных недифференцированных хондритах у нас перемешаны металлические зерна с зернами силикатов. И здесь на картинке мы можем это увидеть. Светлое, почти белое вещество представляет собой металлический железо-никелевый сплав. Более темный темно-серый материал представлен силикатами. Происхождение этих метеоритов связано с астероидами, которые никогда не подвергались всеобщему плавлению. И в этом идеализированном представлении металл и силикаты распределены однородно. А сам астероид не был никогда расплавлен, и его вещество не прошло дифференциацию. Если расплавить примитивное хондритовое вещество, то у нас образуются две несмешивающиеся жидкости. Металлическая жидкость более плотная, чем силикатная жидкость. Поэтому металлическая жидкость будет опускаться к гравитационному центру тела и формировать обогащенное металлом ядро. Это ничем не отличается от поведения масла и воды, которые не смешиваются. Эти жидкости не могут растворяться друг в друге. Масло менее плотное, чем вода, и она плавает сверху, а вода будет опускаться вниз к гравитационному центру тела, на котором она находится, в данном случае это центр Земли. Есть несколько известных тел, которые имеют металлические ядра, например, Земля и Веста. У этих метеоритов вещество было расплавлено в недрах родительских астероидах, в которых уже произошло отделение металла от силикатов. И эти компоненты образуют разные слои. Следовательно, такие породы называются дифференцированными. Дифференцированные каменные метеориты называются ахондритами. Название подразумевает отсутствие в них хондр. Можно провести аналогию. Атеисты – те люди, которые отрицают Бога, так и ахондриты – это как метеориты, отрицающие хондры. Теперь о важности хондритов. У хондритовых метеоритов содержание конденсируемых элементов такое же, как у Солнца. Они сложены тем же веществом, что и Солнце с планетами, за исключением водорода и гелия. Если вы уберете весь водород и гелий из Солнца и сожмете его до состояния камня, то это будет хондритовое тело в 6000 раз больше Земли по массе. Извините, что в режиме галереи зум у нас закрыта часть диаграммы. Здесь по оси абсцисс стандартизированное относительное содержание элементов в углистых хондритах. Это особый тип примитивных метеоритов. А на оси ординат у нас гелиосфера, внешняя сферическая поверхность Солнца. Если бы у них был одинаковый состав по всем элементам, то эти точки лежали бы вдоль этой прямой под углом 45 градусов. На графике видно, что большая часть элементов, у которых концентрация на Солнце выше, чем в хондритах, включая водород, азот, углерод и кислород, частично находятся в газообразном состоянии в виде молекулярного азота, аммиака, окиси и двуокиси углерода и воды. Кроме того, частично водород вошел в состав органических соединений. Инертные газы так и не сконденсировались. А содержание лития резко выше в хондритах, чем на Солнце. Это связано с его истощением на Солнце из-за перемешивания и ядерного сжигания в недрах Солнца.
Однако мы видим, что большинство этих элементов имеют одинаковые относительные концентрации как на Солнце, так и в этих метеоритах. Хондриты – это недифференцированные метеориты. Они получили свое название от магматических шариков размером менее миллиметра. Хондриты содержат хондры. Хондриты могут содержать до 75 объемных процентов хондр. Они просто битком набиты хондрами. Вот статья, впервые упомянувшая хондры. Это статья Эдварда Чарльза Ховарда, британского химика, дожившего до 42 лет. В этой статье упоминаются хондры, и мы изучаем и ломаем голову над хондрами, начиная с 1802 года, когда впервые была опубликована эта статья. Существует 12 основных групп хондритов. Все они сформировались в ранней Солнечной системе, в протосолнечной туманности или газопылевом облаке, из которого возникла Солнечная система. Одна из этих групп, группа CI углистых хондритов, не содержит хондр. Но в них есть редкие зерна оливина и пироксена, которые, вероятно, образованы из разрушенных хондр. Предполагается, у каждой из этих групп было свое отдельное родительское тело в виде астероида, вещество которого не подвергалось плавлению. Вот мозаика микроскопических изображений в отраженных электронах для метеорита, о котором я сегодня буду много говорить. Это метеорит Симаркона. Здесь выделяется группа метеоритов под названием обыкновенные хондриты. Они называются так потому, что составляют примерно 80% наблюдаемых падений метеоритов. Они разделены на 3 основные группы, и Симаркона относится к группе с наименьшим количеством железа. Кроме того, это вещество очень примитивное, не метаморфизованное, и поэтому мы постоянно используем ее для наших исследований как стандарт. Такая форма хондр подразумевает, что изначально это были расплавленные капли, ограниченные поверхностным натяжением. Точно так же ведут себя капли росы на листьях, либо как капли сочащейся смолы на деревьях, либо как капли сварки. Все эти объекты имеют округлые формы из-за поверхностного натяжения. Вот микрофото хондритов в скрещенных никелях. И мы видим огромное разнообразие хондр с различной структурой. Многие из них круглой формы, в основном это округлые хондры. У нас выделяются порфировые оливиновые хондры POO, порфировые пироксеновые хондры PP. И это самые распространенные типы хондр. Они отличаются соответственно крупными фенокристами или вкрапленниками либо оливина, либо пироксена. Выделяются также порфировые оливин-пироксеновые хондры POP, где есть фенокристы и оливина и пироксена. Есть также оливиновые колосниковые хондры BOP, где кристаллы оливина формируют параллельную решетку из балок, перемежаясь со стеклом. Выделяются также радиальные лучистые пироксеновые хондры RP, где кажется, что тонкие пластины пироксена расходятся из одной точки на поверхности хондры. И есть также скрытокристаллические хондры C, в которых размер составляющих зерен обычно меньше 2 микрометров. В них выделяются различные домены зерен, которые, по-видимому, кристаллизовались раздельно при очень быстром остывании хондры. А вот шуточный другой тип хондр написано кондрул, в переводе «пускать слюни». Распределение размеров хондр имеет логнормальное частотное распределение. Это исследование я провел несколько лет назад. Вверху логарифмическая ось с размерами хондр, по оси ординат частота встречаемости. И мы видим четкое гауссово распределение логарифма или логнормальное распределение. Это хондры из хондритов типа LL3, многие из которых взяты из знаменитого метеорита Симаркона. А здесь показано распределение размеров хондр в энстатитовых хондритах, не подвергшихся метаморфизму энстатитовых хондритов. И здесь также приблизительно логнормальное распределение. У нас также есть составные хондры, когда одна хондра оказывается внутри другой хондры, либо одна хондра как-то налипает на другую хондру. Вот несколько примеров таких сложных хондр. Мне особенно нравится та, что посередине внизу. Она напоминает мою домашнюю лягушку с кличкой Можжевельник. Здесь есть также концентрические или обволакивающие составные хондры, когда одна хондра заключена внутри другой. На этом примере колосниковая оливиновая хондра находится внутри другой хондры. Очевидно, что это более древняя первичная колосниковая хондра, BOP, окружена оболочкой из порфировой оливин-пироксеной хондры, POP. Получается, это вторичная оболочка. Она представляет собой другую хондру. По сути, сейчас вторичная хондра окружает первичную колосниковую хондру. И это важно. Почему? Мы обсудим это позже. Знаете ли вы, что Иезекииль в росписи Сикстинской капеллы – это первый в мире исследователь хондр? Возможно, это не очень широко известно, но мы можем узнать об этом, глядя в книгу, которую написал Иезекииль, глава 1, стих 16. Там сказано: «Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех 4 одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе». И мы можем увидеть этот объект прямо здесь. Еще одна деталь, которая важна при попытке определить происхождение хондр – это магматические каймы. Это такие мелкозернистые оливиновые и пироксеновые, обогащенные металлом и сульфидами каймы, которые я впервые описал еще в 1984 году в моей диссертации. А может, и после диссертации. В любом случае, мы находим их вокруг первичных хондр в виде таких расплывчатых тонкозернистых магматических кайм. И мы находим такие каймы вокруг многих хондр. Иногда даже вокруг концентрических составных хондр.
Например, здесь первичную оливиновую колосниковую хондру BOO обволакивает вторичная оливин-пироксеновая оболочка POP. И далее вокруг идет эта магматическая кайма мощностью в миллиметр. Эта хондра найдена в углистом хондрите Альенде CV3. Это очень известный метеорит, упавший в феврале 1969 года. Вот еще один вид углистого хондрита из Антарктики. Углистый хондрит типа CR2. В нем также есть подобные хондры. Здесь есть первичная хондра со вторичной оболочкой вокруг нее. И вся эта концентрическая хондра окружена магматической каймой. Вот еще один вид углистого хондрита из Антарктики. Углистый хондрит типа CR2. В нем также есть подобные хондры. Здесь есть первичная хондра со вторичной оболочкой вокруг нее. И вся эта концентрическая хондра окружена магматической каймой. Хондры из разных групп хондритов различаются по общему изотопному содержанию кислорода. Что мы видим здесь? Если вы не знакомы с такой диаграммой, то поясню. Ось X по сути представляет собой отношение кислорода 18 к кислороду 16. Ось Y – это по сути отношение кислорода 17 к кислороду 16. Оба отношения стандартизированы относительно среднего изотопного состава океанической воды. И я обрисовал эти поля в своей статье «Боже мой» 20-летней давности. Это разные поля хондритов. И мы видим, что хондриты имеют разный суммарный изотопный состав кислорода. Помимо различий по изотопным соотношениям кислорода, группы хондритов также различаются по среднему размеру хондр, по доле различных структурных типов хондр, по доле составных хондр, по доле хондр с магматическими каймами, по толщине таких магматических кайм, а также по количеству тонкозернистой силикатной матрицы. И ключом к пониманию формирования хондр – это признание того, что все эти перечисленные свойства и многие другие коррелируют друг с другом. Например, только взгляните на эту таблицу. Здесь желтым цветом я выделил две группы углистых хондритов CV и CR. Как вы видите, что у них самые большие хондры – около 700 и 910 микрон, что в среднем намного больше, чем у любых других хондритов. И просто посмотрите на следующую колонку. Это процент радиально-лучистых пироксеновых RP и скрытокристаллических C-хондр. Заметьте, насколько они реже встречаются, чем в любой другой хондритовой группе. Давайте посмотрим на следующий столбец. Доля обволакивающих составных хондр в них намного выше, чем в любой другой хондритовой группе. И доля магматических кайм в них намного выше, чем в любой другой хондритовой группе. А толщина магматических кайм заметно больше, чем у других хондритовых групп, и это коррелирует с размером самих хондр. Так что совершенно ясно, что это не просто совпадение. Чтобы понять эти свойства и понять происхождение хондр и самих хондритов, нам необходимо понять эти корреляции. Максимальные температуры плавления ликвидус хондр можно оценить на основе экспериментов по плавлению обогащенных железом оливиновых зерен различных размеров. В зависимости от температуры, а также из экспериментов по динамической кристаллизации синтетических хондр. Они показали, что средняя максимальная температура плавления у хондр составляет около 1900 кельвинов или 1630 градусов Цельсия. При этом она варьируется от 1500 до 1900 градусов Цельсия. Если в хондрах плавится только натриевый мезостазис, то температура может быть гораздо ниже, около 1180 градусов Цельсия. Низкоэнергетические события с повторным нагревом хондр скорее с большей вероятностью расплавит сам мезостазис из-за его низкой температуры плавления, чем мафические силикаты в обогащенных железом хондрах. Делайте выводы. Низкоэнергетические события нагрева с большей вероятностью вызывают более сильное плавление более железистых хондр из-за их более низких значений температуры плавления по сравнению с менее железистыми хондрами. Опять же, все очень просто. Хондровый мезостазис имеет поливашпатовый либо сульфосилико-поливашпатовый состав. Но чаще он также содержит огромное количество темноцветных компонентов. Здесь представлены диапазоны содержания элементов в мезостазисе в хондрах метеорита Симаркона. Как мы видим, они обогащены по кремнию, алюминию, кальцию, натрию и калию. У них явно выражен поливашпатовый компонент. То есть в основном они обогащены нормативным полевым шпатом, но в них достаточно значительное количество мафического компонента. Как мы видим, в нем есть титан, а также немного хрома, марганца, магния и железа. И поэтому, если вы расплавите мезостазис, а затем попробуете кристаллизовать хондру при охлаждении расплава мезостазиса, то у вас опять будут кристаллизоваться оливин и пироксен. Хорошо. Но с какой скоростью остывали хондры? Множество хондр содержит заметное количество умеренно летучих элементов, таких как натрий, калий и сера. В них минимально либо незамечено изотопное фракционирование калия и серы. А это может происходить только тремя способами. Либо они должны были очень быстро охлаждаться, что, на мой взгляд, наиболее правдоподобно, либо за счет высоких парциальных давлений натрия, калия и серы, на что ссылаются некоторые ученые, либо за счет высокого общего давления газа.
Однако эксперименты по кинетическому плавлению Джима Гринвуда показали, что реликтовые зерна энстатитовых хондритов не могут сохраняться более чем несколько секунд при пиковых температурах плавления хондр, что свидетельствует о том, что хондры охлаждались достаточно быстро. Эксперименты по динамической кристаллизации моделировали структуры хондр при различных скоростях охлаждения, от медленных скоростей в 10 градусов в час до очень быстрых скоростей до 5000 градусов в час. Но большинство этих экспериментов основано на предположении, которое я считаю ложным, что крупные фенокристы размером до полумиллиметра образуются за раз во время кристаллизации при единовременном событии охлаждения. Верхний диапазон этих скоростей охлаждения, как мне кажется, ближе к истине. Я хочу предоставить вам некоторые свои доказательства множественных циклов плавления хондр. Многие хондры явно указывают на неоднократные события плавления. Во-первых, в них существуют реликтовые зерна. Это фенокристы либо фрагменты фенокристов, образованные из разрушенных хондр, которые были заново включены в исходное вещество для новых хондр перед их образованием во время повторного плавления. Рианна Джонс много изучала их. И вот фотографии из одной ее статьи. Эти объекты называются запыленными зернами оливина, так как в проходящем свете они выглядят очень затемненными по сравнению с другими вкрапленниками. И их затемненность обусловлена наличием в них большого количества скрытокристаллических металлических зерен. Эти зерна металлического низконикелистого железа образованы в результате восстановления оксида железа в зернах оливина во время повторного нагрева. Такие обогащенные железом вкрапленники оливина были захвачены в новые хондры. Они претерпели повторный нагрев. Возможно, все происходило в небольшом присутствии углерода и водорода, способствующих восстановлению железа. При этом в дольно-кристаллографически контролируемых гранях выступали многочисленные мелкие капли низконикелистого металла. Они образовались за счет содержания оксида железа в силикатах. Вот еще одно изображение хондры из метеорита Симаркона. В этих хондрах мы можем различить вот такие тонкие цепочки низконикелистого металла, а также его отдельные зерна. Однако в этом случае история была намного сложнее. Иногда после события восстановления происходила дополнительная кристаллизация. Здесь мы можем видеть это на примере одной из хондр Симарконы. В ней некоторые зерна фенокристаллы оливина подверглись восстановлению железа. Из оксида железа, содержащимся в оливине, образовалось множество зернышек низконикелистого металлического железа. Однако далее произошла последующая дополнительная кристаллизация оливина из остаточной магматической жидкости поверх первоначальных зерен. И мы видим, что эти вновь образованные каймы свободны от капелек металла и в то же время непрозрачны. В хондре, обогащенной оксидом железа из метеорита Симаркона, в строении фенокристых пироксена также можно различить исходные реликтовые зерна. И здесь можно видеть, насколько сложна история кристаллизации таких зерен. Мы видим, что зерна пироксена в нижней части имеют выраженную периодическую зональность. Внутри зерна посередине прослеживаются реликтовые ядра различных размеров и сложных форм. Это Симаркона. Это порфировая оливиновая хондра ПО с множеством реликтовых зерен. Это хондра, обогащенная железом. И мы видим зерно посередине, у которой есть зональность с разным содержанием железа. У зерна повышенное содержание железа посередине, затем идет кайма с пониженным содержанием железа, и у самых краев зерна содержание железа опять повышается. Это изображение заснято в обратно отраженных электронах. Чем ярче оттенок, тем выше атомный номер элемента. И в этом случае тем выше количество железа в зерне. Рядом с этим зерном показаны зерна с нормальной зональностью, где пониженное содержание железа в середине сменяется повышенным содержанием к краям. А внизу у нас пример зерна с обратной зональностью. Эти все зерна исходно должны были образовываться в разных хондрах и в разных обстановках, у них разная история кристаллизации. Но несмотря на это, все они попали в эту одну и ту же хондру. Однако это относится не только к хондрам, обогащенным железом, где наблюдается разрастание или реликтовые зерна. Вот здесь катодолюминесценция хондры с более низким содержанием железа в Симарконе. И мы видим, что на изображении в обратно рассеянных электронах слева зерно оливина выглядит совершенно однородным. Но если мы посмотрим на изображение катодолюминесценции, мы увидим в зерне признаки неоднородного разрастания. То есть здесь произошла дополнительная кристаллизация, которая не так очевидна на изображении в обратно рассеянных электронах. Но она более чем очевидна при катодолюминесценции. Есть также привнесенные осколки оливина, отличающиеся по форме от зерен, которые кристаллизовались из расплава текущей хондры. Они представлены разломанными фрагментами. Их довольно много, на что я указываю этими желтыми стрелками. Во многих хондрах, обогащенных железом, таких как здесь в хондрите СО, в верхнем левом углу, мы наблюдаем, что темные реликтовые зерна, как посередине, окружены слоем более светлым, более обогащенным железом. Так что здесь посередине это явно реликтовое зерно. Такие зерна можно обнаружить во многих хондрах, обогащенных железом. Кроме того, у нас есть мелкие объекты,
которые мы с Джоном Уотсоном из Калифорнийского университета назвали зернами цветной капусты. Это своего рода сеть из мелких зернышек оливина с расплавом между ними. Они кристаллизовались из расплава вдоль граней фенокриста оливина. И те исследователи, которые утверждают, что хондры застыли во время только одного единственного события, должны придерживаться и того, что и эти маленькие зернышки охлаждались и кристаллизовались из тех же расплавов в течение одного и того же события кристаллизации, что и большие фенокристы. Эти зернышки оливина имеют тот же состав, что и внешний 5-микронный слой соответствующего фенокриста оливина. Ширина зоны цветной капусты составляет 5-10 микрон. Интересно отметить в этой зоне мелкие белые или светло-серые крупинки, как мы видим на нижней картинке. Это хромиты, кристаллизовавшиеся из остаточного расплава. Но мы также их различаем и внутри фенокриста оливина. Но все они находятся в пределах 50 микрон в краевой зоне фенокриста. Это предполагает, что эти объекты находились на поверхности кристалла и застряли там во время последнего нарастания слоя, который образовался во время кристаллизации. Существуют также несферические хондры, но у них закругленные очертания. Кажется, что они образовались из фрагментов хондр во время повторного переплавления. И нам кажется крайне маловероятным, что они могли образоваться во время только одного события. Я провел некоторые расчеты, и оказалось, чтобы в них кристаллизовались оливиновые вкрапленники, потребовалось бы 40 тысяч раз больше времени, чем потребовалось бы для кристаллизации оливина в пределах круглых хондр из полностью переплавленного исходного материала. Сферическая форма предпочтительнее, так что это кажется весьма вероятным, что это всего лишь фрагменты хондр, которые лишь частично расплавились и приобрели округлую форму на поздней стадии события плавления. Вот еще одна магнезиальная хондра с низким содержанием железа, так называемая хондра первого типа из кемарконы. Во многих из этих хондр у нас есть зерна пироксена, которые тяготеют к поверхности хондры. Это взято из чужой статьи для разнообразия. Здесь низкокальциевый пироксен показан синим цветом. И мы можем видеть, что во многих случаях пироксен действительно концентрируется на краю хондр. Почему здесь это так важно? И вот почему. На этой конкретной картинке хондра находится наверху у верхней границы снимка. Зеленая стрелка указывает на зерно пироксена, выпирающего наружу от края хондры в тонкозернистую кайму железистого силикатного вещества матрицы каймы. Но внутри этой каймы обнаруживаются вот такие микрохондры, размером в десятки микрон, красные стрелки. И похоже, что они отпочковались от этого расплавленного пироксенового зерна. На краю хондры мы видим, что одна микрохондра, отпочковываясь, формируется здесь, где я показываю мышью. Вот здесь находится пироксеновое зерно. Оно было расплавлено. Это часть пироксенового фенокриста на краю хондры. И мы можем видеть, что эта часть отпочковывалась во время плавления, формируя микрохондры в кайме. Все они образовались также. Таким образом, очевидно, что сначала образовалась хондра вверху за пределами экрана. Затем она опять подверглась плавлению. Пироксеновые зерна в краевой зоне хондр заново расплавились и сформировали такие маленькие микрохондры, которые впоследствии были захвачены материалом матрицы. В этих низкожелезистых хондрах также обнаруживаются реликтовые зерна. Вот одно из них, опять из семарконы. Здесь у нас есть вот этот частично рассосанный оливин, окруженный низкокальциевым пироксеном. И в нем видна пластинка из несколько более кальциевого пироксена. Эти реликтовые зерна были образованы ранее во время предыдущего события плавления. Позднее они были включены в этот пористый полевой агрегат. Вся эта совокупность подверглась последующему событию нагрева, в результате которого большая часть пыли в агрегате расплавилась. Однако не полностью, так как часть реликтовых зерен так и не переплавилась. Если реликтовые зерна представляют незатронутую хондру, то повторное плавление могло сцементировать эти остатки с помощью переплавленной пыли, окружающей первичную хондру. И так образовались хондры с магматической каймой. Это срез хондрита CV3 альенда, на котором множество хондр с магматическими каймами. На самом деле около 60% хондр в альенда окружены такими магматическими каймами. А вот углистый хондрит типа CR – это опять же углистый хондрит. Здесь есть магматическая кайма. И эта хондра испытала плавление как минимум 3 раза. Здесь есть первичная хондра. Изначально она была замешана в пылевой шар. Дальше пылевое окружение хондры подверглось событию плавления. Однако при этом эта первичная хондра не подплавилась. Переплавленная пыль сформировала вторичную оболочку вокруг первичного хондритового ядра. Это уже составная концентрическая хондра была снова замешана в другой пылевой шар. И этот пылевой шар опять же подвергся плавлению, сформировав внешнюю магматическую кайму. Но при этом предыдущее вещество вторичной оболочки и первичной хондры сохранилось нетронутым, так как энергии последнего события нагрева не хватило на их переплавку. При более обширном повторном плавлении окружающая пыль сплавляется в новую магматическую оболочку вокруг предыдущей сложной хондры, как показано здесь. Здесь показан шлиф альенда, хондрита CV3,
на котором видны две очень большие составные хондры с магматическими каймами и множество других хондр с магматическими каймами. Но если первичная хондра полностью или почти полностью расплавится, то в результате образуется монолитная более крупная хондра без каймы. И все петрографические свидетельства ее расслоенности и каймы стираются. Это просто иллюстрация. Потому что я понятия не имею, была ли эта хондра расплавлена именно по этому сценарию. Но если бы это произошло, то она выглядела бы примерно так. Хондриты с большими хондрами, похоже, формировались в пыльной среде. Сгустки пыли, похожие на комки пыли под кроватями небрежных хозяек, могли образоваться за счет электростатического слипания частиц пыли, либо за счет локальных концентраций пыли под воздействием газового трения в местах повышенного давления в солнечной туманности. Но каковы доказательства на наличие в туманности сгустков пыли размером в миллиметры и сантиметры? Эти свидетельства у нас есть. Мы находим цельные куски матрицы в обыкновенных хондритах и в углистых CV-хондритах. У нас есть темные включения в углистых хондритах, которые впоследствии подверглись водным изменениям на их родительских астероидах. Мы находим микрохондры в силикатных каймах вокруг хондр нормального размера. Изначально они представляли собой пыль, окружавшую первичные хондры. Перед тем, как внешний пироксен начал плавиться, у нас есть магматические каймы вокруг хондр и вторичных оболочек, а также составные концентрические хондры. Все эти факты указывают на то, что вокруг в туманности плавали пористые пылевые шарики размером от миллиметра до нескольких миллиметров. Таким образом, повторяющееся переплавление хондр в плотной пылевой среде ведет к образованию именно крупных хондр. Это наряду с большим количеством хондр с мощными магматическими каймами и наряду с большим количеством концентрических составных хондр. Повторное плавление хондр в среде с низким содержанием пыли приводит к образованию лишь только мелких хондр. Как правило, у этих хондр мало магматических кайм. И у хондр, которые обладают ими, магматические каймы будут достаточно тонкими. А также будет совсем мало концентрических, обволакивающих составных хондр. Окей, давайте оставим их на время. И обратим внимание на радиально-лучистые пироксеновые хондры. Как я упоминал ранее, это пироксеновые пластины со стеклом, заполняющим тонкие промежутки между ними. Кристаллы пироксена, как правило, произрастают из одной точки на поверхности хондры. Если вы повернете предметный столик в скрещенных никелях, то увидите красивое лучистое погасание, как показано справа. Было проведено множество экспериментов, показывающих, что для формирования порфировых хондр необходимы затравочные ядра кристаллизации. Это указывает на то, что в расплаве присутствовали мелкие крошечные зернышки, которые послужили зародышами для образования фенокристов. Таким образом, если бы радиально-лучистые пироксеновые хондры RP оказались в сильно запыленной среде и опять подверглись бы плавлению вместе с попавшей в них пылью, то при охлаждении расплава у вас, скорее всего, не сохранилась бы исходная радиальная лучистая структура пироксеновых хондр RP. Вместо них образовались бы порфировые пироксеновые хондры PP. Итак, что это значит? А это значит следующее. Давайте вернемся к тем двум типам углистых хондритов, CV и CR, у которых самые крупные хондры. У этих групп хондритов наименьшее количество радиальных лучистых пироксеновых хондр и криптокристаллических хондр. Фактически их меньше в 10 или более раз. Поэтому у хондритов с крупными хондрами, как правило, очень мало радиально-лучистых пироксеновых и криптокристаллических хондр, но зато много вещества матрицы. Это означает, что они сформировались в пылевой обстановке во время переплавки радиально-лучистых пироксеновых хондр. Они действительно смешивались с пылью, повторно плавились. И количество радиально-лучистых пироксеновых хондр RP уменьшалось за счет преобразования в порфировые пироксеновые хондры PP. Если мы построим график распространенности вещества матрицы относительно радиально-лучистых пироксеновых и криптокристаллических хондр, то у нас получится подобная кривая. Окей, давайте здесь перейдем к рассмотрению некоторых других деталей. Многие низкожелезистые хондры содержат мелкие зерна сульфидов. Я знаю, что загружаю вас большим объемом информации, но я надеюсь, что вы уловили ее общий смысл. И здесь мы видим, что распространенность сульфидов в низкожелезистых хондрах сильно варьирует между группами. У хондритов групп CR и CK самые крупные хондры, и в то же время у них очень мало низкожелезистых хондр с сульфидами. В то время как в энстатитовых хондритах групп AH и L практически в каждой низкожелезистой хондре присутствует сульфид. Хондриты, которые сформировались в плотно запыленной среде, склонны терять летучие вещества, такие как натрий и сера. Их хондры формировались в сгустках пыли, и эти хондры обволакивались пылью. Это значит, что они должны были остывать медленнее, потому что пыльные оболочки поглощали тепло, излучаемое из обволакиваемых хондр. И в то же время эта пыль переизлучала часть тепла обратно к хондрам. Металл и сульфид при этом должны были мигрировать к поверхности хондр. Сера, вероятно, могла испариться, лишь оставив за собой металл. Эту ситуацию мы видим у поверхности этой CR-хондры. Поверхностное натяжение привело к измельчению стяжений металла на мелкие капли на поверхности, как показано здесь. Это очень распространено в таких CR-хондритах. Напротив, сульфиды в таких хондрах встречаются очень редко. Теперь о мезостазисе в хондрах. Как я упоминал, здесь мы наблюдаем немного стекла поливашпатового состава.
Если возьмем поливашпатовое стекло и нагреем, то при охлаждении мы сможем получить кристаллы плагиоклаза. И у нас здесь в равновесных хондритах есть немного плагиоклаза. Они кажутся темными в отраженных электронах. Давайте теперь посмотрим в общем на породу, слагающую хондриты. И рассмотрим нормализованное отношение содержания натрия и магния. Мы видим, что у сикей-хондритов содержится наименьшее количество натрия. И в то же время у них наиболее кальциевый плагиоклаз. То есть плагиоклаз с наименьшим количеством натрия. И это согласуется с их низким содержанием натрия. Как же так получилось, что у них так мало натрия? Помните, я утверждал, что они потеряли натрий во время формирования хондр. Опять же, вот средний диаметр хондр по сравнению с составом плагиоклаза. И здесь мы видим прекрасную корреляцию, которая может показаться шокирующей. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что многие хондры испытали только одно событие плавления. Они, должно быть, не слышали о моем семинаре с Рианной Джонс, моей хорошей подругой. Она замерила профили зональности от ядра до краев кристаллов железистых оливинов в хондрах, обогащенных железом в симарконе. Вот эти профили из одной ее статей. Она пришла к выводу, что эти обогащенные железом порфировидные оливиновые хондры образовались в замкнутой системе в результате фракционной кристаллизации капель, которые по сути были полностью расплавлены. По ее словам, крупные вкрапленники в хондрах, максимальная длина которых может превышать 500 микрон, кристаллизовались при однократном событии плавления-охлаждения. Но распространенность реликтовых зерен как в низкожелезистых хондрах типа 1, так и в высокожелезистых хондрах типа 2 свидетельствует о том, что этот вывод неверен. Может ли быть другое объяснение ее профилем зональности? Ну, например, мы знаем, что скорость диффузии гораздо выше в оливине, чем в низкокальциевых пироксенах. На этих диаграммах показаны коэффициенты взаимной диффузии магния и железа. И мы видим, что скорость плавления в оливине в 40 раз выше, чем в пироксене. Так что вполне возможно, что оливиновые зерна в хондрах, которые измеряла Рианна Джонс, подверглись многократному нагреванию. Однако свидетельства этих множественных событий были затерты во время последнего переплавления. В таком случае нам необходим элемент, у которого скорость диффузии в оливине намного меньше. И хорошим кандидатом является фосфор. В кристаллической структуре оливина фосфор плюс 5 заменяет в тетраэдрической позиции кремний плюс 4. При этом баланс заряда поддерживается наличием некоторых вакансий в октаэдрических позициях, как показано здесь на картинке. А здесь в статье 1990 года от Рианны Джонс мы видим, что железо демонстрирует прекрасную тенденцию к фракционной кристаллизации. По ее предположению, это полностью согласуется с образованием за одно событие нагрева-охлаждения. Но вот ее данные для фосфора. И мы можем видеть, что здесь уже просматривается некоторая структура. Теперь, если мы посмотрим на концентрации фосфора P2O5, мы увидим, что они довольно низкие. Так что эти колебания содержания P2O5 могут быть связаны как с общим низким содержанием фосфора, так и по другим причинам. Так что, возможно, можно этим пренебречь. Но все-таки давайте рассмотрим это более детальнее. Вот обогащенная железом порфировая оливиновая хондра из симарконы. Эта хондра была названа H5K. Рассмотрим два вкрапленника H5K1 и H5K2. Эти тонкие синие линии – следы профилей элементов в этих зернах. Итак, вот оливиновое зерно H5K2. Вот здесь мы сделали профиль. Давайте еще раз посмотрим на распределение железа. Это вполне нормальная зональность, которая вполне согласуется с фракционной кристаллизацией. Можно зевнуть. Но теперь давайте посмотрим на рентгеновскую карту распределения фосфора. И это зерно рассказывает нам совсем другую историю. Зерно оливина имело очень сложную историю, включающую переплавку и дробление. Если мы посмотрим на это зерно более внимательнее, то мы можем разбить зерно на эти разные участки A, B, C и D. Участок A – это богатое фосфором ядро. Это рентгеновская карта распределения фосфора в этом зерне оливина. На участке B различима периодическая зональность, здесь видны тонкие слои с разным количеством фосфора, при этом фосфора очень мало. Участок C – область опять с периодической зональностью с разной концентрацией фосфора, но при этом здесь фосфора больше. Следующий участок D показывает общее низкое содержание фосфора. Зерно было разбито вдоль этой границы. И мы можем видеть, что оливин в этих участках кристаллизовался под другим углом, чем на участке С. Мы также можем заметить, что некоторые фрагменты с однородной зональностью отсутствуют, как, например, внизу справа. Это было зерно H5K2. Давайте посмотрим на зерно H5K1.
Вот для сравнения рентгеновская карта содержания железа, хрома и фосфора. Мы не видим особой структуры в железе и хроме. Но если прищуриться, то можно различить структуры по фосфору. Вы можете увидеть колебательную зональность по фосфору. И если мы посмотрим профиль содержания через эту зональность, то увидим чрезвычайно сложную картину. Итак, давайте объединим информацию, полученную из этих зерен. Два зерна находятся в одной и той же хондре и расположены довольно близко друг к другу. Однако мы обнаружили, что у них чрезвычайно различная история кристаллизации. Хорошо, вот еще одна хондра B2I. И мы снова можем провести рентгеновское картографирование содержаний фосфора, железа, хрома. На этот раз мы можем увидеть некоторую структуру для железа и хрома, однако фосфор опять показывает очень сложную историю. У нас есть обогащенное фосфором ядро, затем идет колебательная зональность с низким содержанием фосфора, и у края у нас зона, обогащенная фосфором. В целом выглядит это как саркофаг. Так как же можно объяснить очевидную зональность с колебаниями фосфора во вкрапленниках оливина? Есть такая статья Уэлш и другие от 2013 года о земных оливинах базальтового щитового вулкана на острове Реюньон. Здесь мы видим оливин с колебательным узором. Здесь в скелетном зерне оливина различается клеточная структура зон, обогащенных фосфором. И предположение Уэлша заключалось в том, что в результате дендритной кристаллизации оливина при резком охлаждении образовались решеткообразные или скелетные кристаллы. Последующее умеренное охлаждение заполнило пустоты в этих скелетных кристаллах оливином с колебательной зональностью по фосфору в определенных сечениях. Вот моя статья с Сашей Кротом, думаю, из 90-х. Она показывает, что некоторые из этих оливинов в стеклянных хондрах GL остывали действительно очень быстро. Слева показана стеклянная хондра с оливином с решеткообразной морфологией. Здесь они показаны крупным планом. В стеклянной хондре справа также видны перистые оливины, которые произрастают от стенок вовнутрь. Такие перистые кристаллы оливина формируются очень-очень быстро. И если мы посмотрим на другие зерна, то можно увидеть саркофаги решеткообразного оливина. И мы можем видеть, что есть также оливин, который как бы заполняет их пустоты с явным колебательным зональным рисунком. И все они похожи на кристаллы оливина из статьи Уэлша с соавторами. Таким образом, мы можем подвести итоги. При первоначальном высокоэнергетическом событии нагрева пиковые температуры достигали 1600 градусов Цельсия, что привело к плавлению на 40% исходного для хондр материала. Это привело к образованию капель расплава с относительно низкой вязкостью. Силы поверхностного натяжения придали этим каплям шарообразную форму. Некоторые из этих закаленных хондр первоначально содержали зерна оливина с дендритовой, скелетно-решетчатой морфологией. Они испытали повторный нагрев, который в основном расплавил мезостазис хондр, температура плавления которого находится между температурой плавления альбита около 1118 градусов Цельсия и температурой солидуса или начала плавления вещества хондритов, ЛЛ, которая составляет около 1150 градусов Цельсия. Кристаллизация после вторичного нагрева привело к заполнению пустот оливинов с дендритовой, скелетной решетчатой морфологии, оливином, формирующим цельные зерна с низким фосфором. Эти оливины напоминают нам оливины из наземных вулканических пород. Итак, давайте проведем оценку моделей формирования хондр. Модели соударений планетоземалий и довольно популярные модели газодинамических ударных волн, по нашему мнению, не жизнеспособны, так как они не могут объяснить многократное плавление хондр. Модели внезапного нагрева, такие как молнии в газопылевой туманности, согласуются с высокими тепловыми перепадами. О них свидетельствуют хондры с магматическими каймами, составные концентрические хондры и хондры обычного размера с каймами, содержащими микрохондры. Вот здесь у нас вспышка молнии. Мы можем представить, как от вспышки молнии эта составная концентрическая хондра с магматической каймой начинает искриться от молнии, которая, возможно, ее и сформировала. Молнии – это многократно повторяемый процесс, и она может объяснить многократное плавление хондр. Что подводит нас к моему обзору фильма «Молния бьет дважды». Это детективная комедия Бена Холмса 1934 года. В конце концов, ведь я живу в Голливуде. Он рассказывает о 3 убийствах, там есть еще самозванцы, которые портят жизнь помолвленной паре. Это глупый и ужасный фильм, который точно не стоит смотреть. Основная проблема с моделями, использующих молнии, заключается в сложности достижения разделения зарядов. Но в 2014 году была статья Чиарелли и других в журнале «Геология», где они провели несколько экспериментов с ударами молний. В ходе эксперимента в выбросе произошло разделение частиц по размеру, что привело к разделению заряда. Турбулентность, которая может возникнуть в солнечной газопылевой туманности, преимущественно влияет на более мелкие частицы, а мелкие частицы имеют тенденцию заряжаться отрицательно.
тогда как более крупные частицы имеют тенденцию заряжаться положительно. И это может привести к разделению зарядов, что может вызвать молнию. Поэтому я считаю, что молния является жизнеспособной моделью. Похоже, что это самый жизнеспособный механизм образования хондр в газопылевой туманности. И все, кто за, настоятельно рекомендую меня поддержать.